Среди суеты аэропорта и сотен камер, направленных на них, Чингук внезапно обнял Тэхёна, незапланированно, неосознанно запечатленное на камеру. И именно с этого короткого момента стала проясняться картина их отношений, которые они скрывали в течение многих лет. Привет всем! Недавно, после поездки, все участники снова собрались вместе, но нас сразу же привлекло нечто особенное, когда Чингук обнял Тэхёна в аэропорту. Этот жест казался таким естественным, спонтанная реакция, показывающая, как сильно Чингуку нужна была поддержка Тэхёна. Объятие не было заранее спланированным движением, а скорее рефлексом, продиктованным его глубочайшими чувствами. Этот момент напомнил нам о многих подобных случаях в прошлом, например, когда Тэхён притянул Чингука ближе, чтобы показать ему что-то на телефоне. Хотя причина была проста, за ней скрывалось нечто большее – желание разделить интимное пространство, почувствовать близость, не выражая ее словами. То, как они общались, демонстрировало редкое чувство комфорта, казалось, они чувствовали себя по-настоящему как дома вместе. Среди толпы, камер и суеты аэропорта Тэхён и Чингук, казалось, создали свой собственный мир, более безопасный, спокойный мир, который могли понять только они двое. В аэропорту было очевидно, как Чингук инстинктивно искал Тэхёна, словно его присутствие было ему необходимо, чтобы чувствовать себя цельным и защищенным. Это не первый раз, когда мы наблюдаем подобную закономерность, похожие моменты повторяются во времени и пространстве, демонстрируя, что связь между ними постоянна и реальна. Их связь строится на маленьких, но значимых жестах, ищущих взглядах, незаметных шагах, приближающих друг друга, и молчании, наполненном смыслом. Это безмолвное общение, особый язык, понятный только им, связь, выходящая за рамки обычных выражений. Объятия Тэхёна и Чингука – это больше, чем просто выражение привязанности, они становятся защитным пространством, местом, где они заботятся друг о друге и утешают друг друга. Когда Чингук обнимает Тэхёна, он ищет утешения не только для себя, он также дарит чувство безопасности тому, кого обнимает. Эта динамика заботы очевидна даже в окружении других людей, небольшие проявления внимания, которые никогда не остаются незамеченными, постоянное осознание друг друга. В этих объятиях создается защитный пузырь, личное пространство посреди общественной суеты. Со временем их отношения, кажется, укрепляются, формируется фундамент взаимного доверия и привязанности без необходимости публичных заявлений. То, что их объединяет, не требует долгих объяснений, оно живет и растет в простых, последовательных действиях. Несмотря на попытки дистанцироваться друг от друга с помощью слухов и домыслов, результат был прямо противоположным, любое внешнее давление сближало их. Их естественной реакцией был выбор друг друга, демонстрирующий, что их связь крепче любой выдуманной истории. Очевидной была подлинная и прочная связь, ее сила исходила изнутри, из непоколебимого чувства. С годами Тэхён и Чингук стали более экспрессивными, проявляя привязанность более естественно и без колебаний. В моменты, когда их взгляды встречались, казалось, происходило что-то волшебное, Чингук смотрел на Тэхёна с нежностью, не нуждающейся в словах. Этот взгляд говорил на безмолвном языке «Я люблю тебя» молча, но ясно. Каждый раз, когда взгляды Тэхёна встречались, время словно останавливалось, мир вокруг них исчезал, оставляя лишь два сердца, узнающие друг друга. Эта связь выходила за рамки обычной дружбы, ее глубину можно было почувствовать даже через экран. Сколько бы лет ни прошло, их взгляды оставались неизменными, словно каждый из них оставался самым дорогим человеком во вселенной другого. Каждый взгляд, каждая застенчивая улыбка и каждый тихий смех выдавали их растущие чувства. Их руки часто искали друг друга, словно магниты, притягиваясь друг к другу. Эти легкие прикосновения приносили чувство защищенности не только им самим, но и тем, кто внимательно наблюдал за их отношениями. Язык тела и глаза никогда не лгут, и язык тела Тэкука рассказывал самую честную историю. Каждое движение, каждое приближение и каждый совместный момент становились частью развивающегося повествования, написанного с подлинностью, нежностью и последовательностью.
Со временем многие поняли, что это были не просто один или два отдельных момента, эта закономерность повторялась на протяжении всего их пути. Менялась камера, менялось место действия, проходили годы, но их способ узнавания друг друга оставался прежним. Эти отношения продемонстрировали настоящую эволюцию, более открытые жесты, более сильное доверие и непринужденное присутствие. Не было попыток привлечь внимание, только простые детали, которые говорили правду. Любой, кто внимательно наблюдает, понимает одно: связь между Тэхёном и Чонгуком занимает важное место в их жизни. Дело не в том, чтобы кого-то убедить, дело в том, чтобы распознать то, что постоянно очевидно. Эта связь, тихая, крепкая и заботливая, является причиной, по которой многие считают Тэхёна значимой фигурой. Она построена на близости, доверии и взаимном присутствии, которое не нуждается в объяснениях, чтобы казаться реальным. С течением времени становится все яснее, что время, проведенное Тэхёном и Чонгуком вместе, не случайно. Это повторяющийся паттерн, устойчивый ритм и растущее чувство комфорта. Им не нужно искать внимания, чтобы продемонстрировать эту близость, достаточно присутствия друг друга, чтобы заявить о себе. Во многих случаях Чонгук кажется спокойнее, когда Тэхён рядом с ним, его плечи кажутся более расслабленными, выражение лица более мягким. Присутствие Тэхёна ощущается как якорь, нечто, что возвращает Чонгука к самому себе среди требований и давления внешнего мира. Тэхён тоже всегда внимателен к Чонгуку. Его взгляд часто следует за каждым движением Чонгука, даже незаметно для него самого, не с собственничеством, а с тонкой и искренней заботой. Их отношения демонстрируют редкое равновесие, никто не доминирует, никто не отстает. Они идут в ногу, идя бок о бок, не обгоняя и не отрываясь. В толпе они находят друг друга по-своему: короткий взгляд, изменение направления тела или инстинктивное сокращение дистанции. Без каких-либо грандиозных жестов они всегда знают, где находятся друг друга. Тишина между ними тоже ощущается по-другому, не неловко, а с пониманием. В этой тишине есть чувство доверия, вера в то, что не все нужно говорить, чтобы понять. Многие понимают, что небольшие прикосновения часто становятся их основным языком: прикосновение к плечу, прикосновение руки или замедление шагов, чтобы идти в ногу. Эти жесты говорят правдивее любого длинного заявления. Со временем их проявления привязанности становятся все более естественными, неискренними, непринужденными. Как будто они достигли точки, когда искренность их чувств важнее, чем мнение окружающих. Внешнее давление никогда полностью не исчезает, но вместо того, чтобы отдалиться, они выбирают сблизиться. Этот выбор неоднократно проявляется в небольших поступках, в простом решении оставаться рядом друг с другом. Когда они вместе, возникает спокойствие, атмосфера, которую трудно объяснить, но легко почувствовать. Многие описывают это как чувство безопасности, нечто, созданное постоянным присутствием и взаимной заботой. Время не разрушило эту связь, она утончилась. Как и в зрелых отношениях, их отношения больше не зависят только от интенсивности, они основаны на стабильности и взаимопонимании. В каждой встрече чувствуется, что они выбирают друг друга снова и снова, не из чувства долга, а из желания. Этот выбор отражается в том, как они остаются рядом друг с другом, даже когда никто не наблюдает. Их совместное время учит нас тому, что значимые отношения часто принимают самые простые формы: присутствие, умение слушать и поддержка. Тэхён и Чонгук показывают, что глубина не всегда должна быть громкой или драматичной. Для многих, кто следит за их историей, именно это постоянство наиболее трогательно: не один большой момент, а серия маленьких, повторяющихся моментов. Именно в этом и заключается смысл, в привычке всегда возвращаться друг к другу. Видно, не просто близость, это выбор, который постоянно обновляется. Тэхён и Чонгук по-своему демонстрируют, что настоящая связь живет в верном присутствии, спокойном, сильном и прочном вне времени. С каждым шагом, который они делают вместе, растет тихая уверенность, уверенность в том, что бы ни случилось, они есть друг у друга. Эта близость не всегда проявляется открыто, она присутствует в маленьких, повторяющихся привычках, которые со временем становятся сильнее. Их взгляд часто служит щитом от всего шума, одного взгляда достаточно, чтобы успокоить сердце.
Когда мир требует так многого, они находят покой в присутствии друг друга, безопасное пространство, которое ничто не может заменить. Эти отношения не зависят от объяснений или оправданий, они процветают благодаря стабильности. Каждый раз, когда они встречаются, каждый раз, когда они стоят рядом, становится ясно, что эта связь выбрана и поддерживается не из чувства долга, а из чувства, которое постоянно обновляется.